Здравствуйте! Сегодня мы расскажем об овоще, о котором многие слышали, но вряд ли пробовали, так как он в основном выращивается в тропических странах. Внешне он напоминает картофель, морковь или свеклу. Речь пойдет о батате. Клубни батата имеют в своем составе много крахмала и сахара, благодаря чему растение называется в народе сладким картофелем. Батат – это клубнеплодное растение из рода ипомея, которое принадлежит к семейству вьюнковых. В основном в пищу используются плоды, но в некоторые блюда в качестве ингредиентов добавляются цветки и листья. Активно употребляются в пищу молодые побеги. Несмотря на то, что батат внешне напоминает картофель, между этими растениями нет близкого родства. Оба относятся к посленоцветным, но батат принадлежит к роду ипомеи, а картофель к посленовым. В отличие от картофеля, который является клубнем, стебельным утолщением, батат образует корневые утолщения. Корень хранения – именно так называют корнеплоды батата за рубежом, что наиболее полно отображает их сущность. Во всем мире батат является шестым по важности продуктом питания после риса, пшеницы, картофеля, кукурузы и маниоки. Однако, в развивающихся странах он занимает пятое место по важности среди продовольственных культур. Его выращивают больше, чем любую другую корнеклубненосную культуру. Ежегодно в мире производится более 105 миллионов тонн батата, из них 95% выращивается в развивающихся странах. В одном Китае выращивается 80% сладкого картофеля. В настоящее время в Китае выращивается около 100 сортов батата. Чаще всего их названия остаются неизвестны, поскольку официальной сортовой классификации не существует вообще. В целом плоды подразделяются на овощные, кормовые и десертные. Есть и такие, которые не образуют овощей, а наращивают лишь надземную вегетативную массу. Их выращивают в Японии. Корнеплоды батата обладают широким диапазоном окраски кожицы и мякоти. Он варьируется от белого до желтого, оранжевого и темно-фиолетового. Сорта с яркой оранжевой мякотью являются важным источником бета-каротина, предшественника витамина А. Кроме того, растение богато белком, углеводами, витаминами В, С, ПП, А, каротином, кальцием, фосфором, аскорбиновой кислотой, а также он содержит ниацин, железо, тиамин, рибофлавин. Батат является источником нежной клетчатки, а потому рекомендован людям, страдающим расстройством пищеварения. Особенно тем, кто не может переносить клетчатку привычных овощей, таких как свекла, морковь и тому подобное. Вкус бататов мучнисто-сладковатый, и поэтому они хорошо сочетаются с кислыми продуктами, лимонным соком, цедрой апельсина и острыми приправами перцем и карри. Не зря его называют сладким картофелем. Клубни белого батата похожи на отварную сахарную свеклу. Розовые в сыром виде имеют вкус каштана, а в вареном схожи с тыквой. В салаты батат в сыром виде натирают на крупной терке. Едят отварным, без соли. Варится, кстати, он немного быстрее картофеля. Особенно вкусен печеный батат. Хорошо есть его и с соленьями. Часто можно встретить плоды, по форме напоминающие свернувшуюся змею. Следует заметить, что сорта различаются и по своей урожайности, кучности формирования клубней, цвету и форме листьев растения. В мире существует большое количество видов батата, однако среди них можно выделить несколько основных, наиболее распространенных. Это такие сорта как американский бежевый батат, Байо Беллу, Бельву, Бетти, Боригард. Батат используется не только в питании человека. Это источник здорового и дешевого корма для животных. Недавние исследования показали, что животные, которых кормят высокобелковой ботвой батата, производят меньше метанового газа, чем питающиеся другим кормом. Это потенциально способствует значительному снижению вредных глобальных выбросов. Несмотря на то, что многие считают батат и картофель схожими растениями, они имеют ряд серьезных отличий. Более того, как упоминалось выше, между ними даже нет близкого родства. Батат содержит в себе больше полезных веществ, нежели картофель. Например, железо, калий и углеводы присутствуют в нем в большей концентрации. А благодаря протеину, входящему в состав мякоти, батат дольше хранится и сохраняет полезные свойства. Если средний срок хранения картофеля равен 6 месяцам, то батат способен оставаться пригодным для употребления в пищу на протяжении 1-2 лет, в зависимости от сорта и условий хранения. Батат – более стойкий корнеплод по сравнению с картофелем.
В проращенных овощах не образуются ядовитые вещества. К тому же, у батата есть иммунитет к грибковым заболеваниям, которого нет у картофеля. Сложности выращивания батата связаны с тем, что для активного роста ему требуются температуры не меньше плюс 18 градусов Цельсия, а лучше плюс 25 градусов Цельсия. Если температура опустится ниже плюс 10 градусов Цельсия, то корнеплод вообще пропадет. Кроме того, у батата период вегетации занимает не меньше 90 дней, то есть как минимум все лето. Но, несмотря на это, вырастить его в российском климате можно. Его даже адаптируют к сибирским условиям. Правда, сорта приходится выписывать из-за границы. Родина батата – тропическая Америка. В Европу батат привез сам Колумб. В начале 16 века европейцы внедрили эту культуру в Индии и Африке, а несколько десятилетий спустя – в Китае, на Тайване и в Японии. Однако в Новую Зеландию и на острова Океании батат попал задолго до открытия Америки. Возможно, его завезли плававшие в Полинезию древние перуанцы. В отличие от обычного картофеля, батат не сажают клубнями, поскольку он имеет долгий вегетативный период от 90 до 180 дней и больше. Выращивают батат преимущественно через рассаду, которую можно получить из семян или вегетативным способом. В качестве субстрата следует использовать смесь, которая состоит из рыхлой почвы, перегноя и крупного песка в равных количествах. Обычная земля с огорода для получения рассады не подходит, поскольку она содержит недостаточно питательных веществ и может быть заражена вредителями и болезнями. Для выращивания рассады отбирают здоровые клубни. Выращивать рассаду батата начинают во второй декаде февраля. Обычно для этого используется теплица. Перед посадкой землю рыхлят и заполняют питательным субстратом. Клубни размещают неглубоко в земле. Их следует распределять равномерно. Посевы нужно регулярно поливать, однако не сильно, промочить слой земли на 3-4 см. От переувлажнения батат может испортиться. Ростки батата считаются готовыми к пересадке на грядки, когда они достигнут 15-20 см в высоту, а почва на подготовленном участке прогреется до плюс 15 градусов. Обычно в конце апреля поле готовят под посадку. Прежде всего необходимо при помощи пестицидов уничтожить личинок жуков-скоробеев, которые поедают растения. На 10 акров или 4 гектара потребуется 2 литра пестицидов. В бак добавляют промывочную воду и размешивают раствор. Насос для разбрызгивания пестицидов использует вал отбора мощности трактора. Сразу же после опрыскивания землю рыхлят, при этом пестициды смешиваются с землей. Это нужно делать потому, что пестициды могут разлагаться под воздействием ультрафиолетовых лучей. Одновременно почвенный кондиционер, установленный в передней части трактора, распыляет удобрения из опрыскивателя. Эту работу выполняют обычно за один день. На второй день в почве делаются гребни для посадки батата. При создании гребней вносятся дополнительные удобрения, производится окучивание, внесение мульчи и выравнивание почвы в канаве. Все эти действия могут выполняться одновременно. На этом подготовка поля заканчивается. Перед посадкой рассаду погружают в дезинфицирующие средства и дезинфицируют. Удобно высаживать рассаду, сидя на тележке, при этом не болит спина. Для посадки рассады можно использовать алюминиевые палочки, которые изготовляются вручную из алюминиевых труб. Существует несколько способов посадки рассады сладкого картофеля. Это вертикальная посадка. Для этого заранее палочкой делаются отверстия. Рассада вставляется в лунки, а затем почва прижимается. Также можно подтолкнуть рассаду прямо палочкой, чтобы посадить ее. В песчаной почве вертикальная посадка рассады намного ускоряется. После посадки саженцев их следует полить, чтобы они могли легко укорениться. Поливать нужно обязательно в день посадки. Для полива можно использовать опрыскиватель. Поливать следует каждое растение по одному, хотя на это и уйдет много времени. Сладкий картофель очень устойчив к засухе, поэтому без воды он может расти в течение 4 месяцев, вплоть до сбора урожая. Поэтому даже если 2 месяца не будет дождя, это не критично. Рассада выгорает на солнце, поэтому ее лучше высаживать ближе к вечеру, а затем непрерывно поливать.
Вопреки распространенному мнению, что растения сладкого картофеля не цветут, у батата есть способность цвести, хотя это настолько редко, что некоторые видят это только один раз в жизни. Особенно редко цветение происходит в условиях умеренной зоны, а многие сорта батата просто не цветут. Цветы сладкого картофеля – ранние пташки. Они открываются сразу после рассвета, как и их собратья. Цветки остаются открытыми только часть дня и обычно увядают к полудню. Цветы прорастают на стыке листа и стебля и могут появляться поодиночке или группами по 20 и более. Цветы сладкого картофеля напоминают цветы ипомеи. Каждый цветок имеет глубокое трубчатое горло с расширяющимся плоским краем. Внутренняя часть горла обычно фиолетовая или синяя, а остальная часть цветка белая. Цветок богат нектаром и привлекает пчел, основных опылителей. В зависимости от сроков посадки батата, сбор урожая может приходиться на период с середины сентября до конца августа. Сроки созревания у разных сортов сладкой картошки отличаются, но в среднем они составляют от 90 до 180 дней. Основные показатели спелости – это пожелтение клубней, листвы и стеблей. Когда ботва вянет на грядках, овощи можно выкапывать. Собирать клубни необходимо в сухую и солнечную погоду. Лучше делать это днем, когда отсутствует роса на грядках. Батат быстро пропадает, если его выкапывать в сырую, пасмурную, дождливую погоду. Клубни, собранные при неблагоприятных условиях, не закладывают на длительное хранение. Сначала следует очистить грядки от длинной лозы. Срезанная ботва является отличным кормом для скота. С гребней снимают защитную пленку. Обкапывают куст со всех сторон и осторожно выдергивают клубни. Затем их очищают от остатков почвенного слоя, просушивают, закладывают в деревянные ящики. Лунки проверяют на предмет оставшихся в них клубней, отделившихся от корней. В зависимости от выбранного сорта клубни могут быть расположены на разном расстоянии от самого куста. Это стоит учитывать в процессе выкапывания. Глубина залегания может составлять от 20 до 40 см, поэтому лучше подбирать лопату с длинным штыком. Батат срезают с корней острым ножом. При сборе урожая стоит учитывать, что плоды сладкого картофеля очень хрупкие и легко ломаются, поэтому выкапывать их нужно аккуратно. На больших площадях фермеры используют технику для выкапывания батата, хотя она при уборке может повреждать корни. Наиболее важным фактором, влияющим на образование повреждений, является отношение скорости движения к скорости конвейера. Повреждения сводятся к минимуму, когда конвейеры заполнены бататом. Повышение скорости движения за счет переключения трансмиссии трактора на более высокую передачу позволяет ускорить сбор урожая, увеличить и сгладить поток клубней и уменьшить повреждения. Операторы комбайнов машин должны быть обучены обращению с оборудованием, чтобы уменьшить повреждения. Чем больше высота падения, тем больше возникает повреждений. Длительные удары и низкие скорости приводят к образованию черных точек и внутреннему дроблению. После сбора сладкого картофеля не рекомендуется хранить сладкий картофель в холодильнике, так как это приведет к образованию твердой сердцевины и неприятного вкуса. Вместо этого рекомендуется хранить сладкий картофель в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом контейнере. После сбора батата в поле, его транспортом отправляют на перерабатывающую фабрику или в хранилище. Перед обработкой овощи попадают на линию мойки.
Такая система обеспечивает автоматическую непрерывную мойку с хорошей производительностью. Щетка и душевая форсунка высокого давления повышают эффективность обработки. В конце процесса система сушки теплым и холодным воздухом обеспечивает более длительный срок хранения продукта. Такая баня поможет сохранить урожай до весны. Существуют различные способы переработки батата для его дальнейшего использования. Так, в Корее находится завод по массовому производству замороженного жареного сладкого картофеля. Сначала батат проходит предварительную мойку. Затем сладкий картофель моют более тщательно. После третьей мойки овощи отправляют в печь. Пекут при высокой температуре 40 минут, а затем охлаждают в течение 20 минут. Затем производится быстрая заморозка. Готовый батат упаковывают и отправляют на продажу. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!